Insider выпустил интересный материал о возникшей в России многомиллиардной индустрии боевых дронов. Мы и раньше, в общем-то, все понимали, но теперь нам показали масштаб. Мы не будем пересказывать этот материал, тем более, что натолкнул он нас на более обширную мысль. Мы недооцениваем, насколько связанные с войной расходы изменили социальную структуру и жизнь российского общества. И у этих изменений непременно будут долгосрочные последствия. Нами, по понятным причинам, война воспринимается как бесконечный ужас. Но для миллионов людей, не вовлеченных в общественно-политическую дискуссию, все происходящее просто развернуло жизнь радикально к лучшему. А что еще хуже, эти миллионы людей объективно проиграют от окончания войны, когда и как бы она ни завершилась. Условную швею из Иваново мы не просто так без конца приводим в пример в наших роликах. Иваново – это самый бедный по средней зарплате регион Центральной России. А еще классический пример того, как территория утратила смысл своего существования. Всю дорогу Ивановская область была центром текстильной промышленности. Так сложилось еще в Российской империи, в эпоху первичной индустриализации, и продолжалось все время существования советской власти. Льняные поля, текстильные училища, швейные фабрики – все системы от сельского хозяйства до образования работали на выпуск платьев, сорочек, носков и трусов. В этом заключалась роль Ивановской области для экономики страны. Но затем, в начале 90-х, из Турции прибыли первые челноки с туго набитыми полосатыми сумками. В каждом городе России появились вещевые рынки с невиданным ранее изобилием и разнообразием. И в этот момент Ивановская область тут же утратила свою роль. Льняные сарафаны стали никому не нужны. То, что произошло с Ивановской областью, не называется кризис. Ведь кризис – это, по определению, явление временное. С областью произошло примерно то же, что в Америке случилось с процветавшими когда-то городами на железных дорогах. В период максимального триумфа отрасли, в первой половине прошлого века, это были максимально благополучные места. Станция и депо могли кормить местность так, что в небольших городках даже появлялись свои оперные театры. Когда же отрасль закисла, когда грузы и люди переместились на хайвеи и в авиацию, вся эта железнодорожная империя с процветающими городами либо вымерла, либо в перманентной депрессии. Очень сложно представить себе такую модель России будущего, где Ивановская область станет флагманом привлечения инвестиций. Ни одна страна, где люди живут в отапливаемых помещениях и питаются мясом на регулярной основе, не в состоянии конкурировать с подростком из Бангладеш в деле пошива чего угодно. В Ивановской области нет полезных ископаемых, большой концентрации важных учебных учреждений. Логистически область находится в стороне ото всех основных магистралей, что с юга на север, что с запада на восток. Нет и границы с Европой, в отличие от той же депрессивной Псковской области. Безусловно, если страна в результате успешных экономических реформ станет в целом существенно богаче, то и Ивановская область станет богаче тоже. Но он все равно останется бедным регионом богатой страны, как Тюрингия или Саксония-Анхальт в Германии. В целом жить можно, и даже неплохо, но перспектив никаких, и все, кому карьера кассира в местном супермаркете не кажется пределом мечтаний, оттуда уезжают. Но теперь мы наблюдаем, как на фоне войны в Ивановской области резко растут зарплаты на швейных предприятиях. Ивановские швеи обеспечивают потребности российской армии во всем, что касается изделий из ткани. Ученику швеи без опыта работы готовы платить от 50 тысяч рублей в месяц. Это, вероятно, первый и последний раз в новейшей истории России, когда жизнь в области, пребывающей в перманентном упадке, вновь стала осмысленной. Фронту текстильные изделия нужны в самых разных формах и в огромном количестве, начиная от термобелья и заканчивая бушлатами и плитоносками для бронежилетов. Нужно все это постоянно, и из Бангладеш все это так просто не закажешь. И пока война идет, швейные производства будут загружены до отказа. В этом проявляется главное экономическое свойство нынешней войны. Она привела деньги туда, где раньше их не было. В те регионы и тем категориям граждан, которые ото всех предыдущих волн экономического роста и технического прогресса либо совсем ничего не получили, либо получили по остаточному принципу. Основные выплаты за подписание контрактов, зарплаты военным и гробовые приходят не в Москву, Питер и 20 крупнейших городов, а в беднейшие регионы и в сельскую местность. В самых депрессивных городках и поселках, где еще 3 года назад лучшими работодателями были местная школа и поликлиника, где за счастье считалось ехать в Москву на вахту холодильники таскать за 2000 рублей в смену,
Вдруг появились жены военных, которым каждый месяц падают невиданные 200 тысяч рублей прямо на карту. Появились вдовы-миллионеры, которые сходу могут купить квартиру. Все это превращается в совокупный спрос. Все это увеличивает благополучие территории. Внезапно оказывается, что в рабочем поселке на 5000 человек имеет смысл открыть ресторан, пункт выдачи Wildberries, второй автосервис, потому что машин стало больше, и так далее. Внезапно оказывается, что местность, где у людей денег не было никогда, теперь состоит из людей обеспеченных, которые хотят другого уровня жизни. Изменения коснулись не только Ивановской области, но и городов с оборонными предприятиями. Российская оборонная промышленность – традиционный предмет фрустрации всех, кто ностальгирует по советскому прошлому. В оборонке России традиционно самые низкие зарплаты и самая нестабильная занятость. Возьмем условный Нижний Тагил и два его главных предприятия – коммерческий НТМК, Нижнетагильский металлургический комбинат, и государственный УВЗ, Уралвагонзавод, известный по производству танков. На первом всегда хорошие зарплаты, первый всегда успешно переживает любые кризисы, а на втором все не слава богу. Сокращения, простаивающие цеха, отпуска с сохранением части оклада и прочие прелести убыточного производства, которые едва сводят концы с концами. До войны, если помните, был даже такой жанр анекдотов. Смеяться над вакансиями в российской оборонке. Дескать, требуется инженер-конструктор, опыт работы не менее 10 лет, знание 3 языков и Нобелевская премия по физике приветствуется, зарплата 20 тысяч рублей. И шуточки эти не на ровном месте росли. Города, где главный работодатель – оборонка, представляли собой жалкое зрелище. В городах, где основное предприятие – танковый, пороховой, оружейный завод, люди продолжают ходить в цех только потому, что работать больше негде. Сейчас же ситуация изменилась на противоположную. Вакансий в оборонке бесконечное количество, и платить там, особенно в условиях острого дефицита рабочей силы, готовы фантастические деньги. Прямо сейчас завод Дегтярева в Коврове, знаменитый производством стрелкового оружия, предлагает вакансию грузчика за 45 тысяч рублей. Кажется, будто это не очень много денег, но средняя зарплата во Владимирской области в последнем предвоенном 2021 году была ниже 40 тысяч, средняя. Теперь за неквалифицированный труд без опыта работы на оборонном предприятии предлагают 45 грузчику. В 2021 году тот же самый завод Инженеро по промышленной безопасности с высшим образованием был готов платить вдвое меньше, чем сейчас предлагает грузчику. Мы все понимаем про инфляцию, но достаточно пройти по вакансиям любого оборонного предприятия, сравнить их с вакансиями 3-4-летней давности, чтобы убедиться, никакой инфляции зарплата в 130 тысяч после вычета налогов у шлифовщика на УВЗ не объясняется. Инвестиции в оборонку в сочетании с дефицитом рабочей силы реально повысили уровень жизни людей, хоть как-то связанных с оборонкой. Наверное, мыть посуду в столовой оборонного завода за 45 тысяч рублей не предел мечтаний. Но за эти деньги вы в Нижнем Тагиле нормально проживете. Для города, где однокомнатная квартира в месяц, ее аренда стоит 15 тысяч, а горячее блюдо в ресторане 500-600 рублей, 45 тысяч очень неплохие деньги, которые в этом городе даже рядом никому никогда за неквалифицированный труд не платили. На этом месте мы возвращаемся к материалу инсайдера, который рассказывает нам о возникновении в России совершенно новой отрасли, которая сразу же после появления стала оборачивать миллиарды, а стартапы на глазах превращаются в корпорации. Статья инсайдера о производстве дронов – это лишь первое приближение, только общий взгляд и описание отдельных компаний. Но даже его достаточно, чтобы понять. Перед нами отрасль, в которую вовлечены сотни предпринимателей, тысячи, а возможно уже десятки тысяч человек. Эта отрасль растет по экспоненте. Все вовлеченные в нее люди меняют свою жизнь к лучшему коренным образом. Просто на ровном месте в стране возникает отрасль, которая требует и интеллектуальный потенциал, и рабочие руки, причем каждый день все больше. Инсайдер по своему профилю говорит в основном о главных выгодоприобретателях, непосредственно о тех бизнесменах, которые осваивают гигантские госконтракты на производстве боевых беспилотников. Но этими единичными людьми, которые кладут в свои карманы сотни миллионов рублей, все не ограничивается. Чтобы кто-то положил себе в карман сотни миллионов, ему нужны инженеры, программисты, конструкторы, электрики, токари, фрезеровщики, операторы станков с ЧПУ, слесари, пусконаладчики, грузчики, уборщики. Понадобятся представители всего перечня индустриальных и айтишных специальностей. Кому-то из них достанется 1 000 000 рублей в месяц, кому-то десятки тысяч,
Но жизни всех причастных однозначно станут лучше, чем были. Нам пора принять парадоксальную и малоприятную реальность. Миллионы людей в России прямо сейчас живут свою лучшую жизнь. И их лучшая жизнь связана и ассоциируется с войной. Мы с вами привыкли к действительности, где война однозначно воспринимается как беда и проблема. Для прошлых поколений это Афганистан или Чечня. Это слово, которое пробуждает самые мрачные воспоминания о том, как проваленная сессия могла обернуться отправкой на край света, откуда вчерашний студент возвращается в цинковом гробу. Сейчас мы видим нечто совсем иное. Миллионы людей спустя 10 или 15 лет, в момент, когда никакого Путина и его режима уже не будет и в помине, будут вспоминать военное время как что-то хорошее. Ведь в это время они вдруг начали хорошо жить. Заброшенный ангар на окраине города, где раньше только закладки прятали, одним моментом превратился в цветущее предприятие, которое высосало всех соискателей с рынка труда. Пока все выглядит так, что для российской глубинки, для местности, зависимых от военного производства, война станет тем же, чем для Москвы и крупнейших городов стали нулевые годы. Временем, когда жизнь стала не просто лучше, а в разы лучше. Рассуждая о будущем страны, невозможно не затронуть этот факт. Оценка этого времени будет зависеть от того, с кем вы разговариваете. Например, если вы о 90-х будете говорить с предпринимателем, журналистом, представителем творческой профессии, вы узнаете о прекрасной России прошлого, где деньги делались из воздуха, можно было писать, снимать и рисовать, что хочешь, а слово «цензура» казалось глубоким анахронизмом. А если вы поговорите с тем же сотрудником Уралвагонзавода, он расскажет вам о нищете, разрухе и задержках зарплат по полгода. Такими же разными будут ассоциации и с текущим периодом. Да, для значительной части общества поздний путинизм и война будет временем страха, нестабильности, галопирующего государственного идиотизма. Временем, когда любое выступление главы государства нужно слушать с открытым приложением для покупки билета, а то и вообще уже с самим билетом. Но для миллионов людей поздний Путин и война, как состояние страны, будут временем, когда в кои-то веки они стали нормально жить. Когда люди перестали охотиться за желтыми ценниками, тщательно высчитывая остаток на карте, а могли в ресторан сходить, машину даже купить или вообще квартиру. Для миллионов людей война будет вспоминаться не просто как нормальное, но как наиболее желательное состояние российского государства. И чем дольше война продолжается, тем больше людей так или иначе вовлекаются в ее обеспечение. Тем такое представление будет шире по обществу распространено. В конце 90-х и в ранние нулевые значительную часть общества составляли люди, которые с большой охотой покупали советскую ностальгию по совершенно объективным причинам. Все хорошее, что случилось в их жизни, все, что у них есть, собственная квартира, 6 «Жигулей», 6 соток за городом с дачным домиком, все появилось у них в советские времена. Когда заводы работали, а они были на них инженерами и не выжидали нищенскую пенсию, подрабатывая сторожем на автостоянке. Когда эта война закончится, когда закончится Путин и пройдет некоторое время, мы встретимся с людьми, у которых все хорошее в жизни. Квартира в дешевую семейную ипотеку, китайский джип, воспоминания об отдыхе в Турции и Дубае. Все это будет происходить из 2020-х годов, когда страна воевала. Страна перестанет воевать, и вновь никому окажется не нужен ни труд ивановской швеи, ни труд инженера на Уралвагонзаводе. Номинально предприятие как бы есть, но работать там смысла особо нет. Когда-то цветущая индустрия боевых дронов ужмется до малюсенькой отрасли. Когда мы рассуждаем о будущем, если собираемся в этом будущем как-то принимать участие, мы должны понимать, именно в этом будет заключаться один из главных вызовов, главное путинское наследие. Не нужно бояться, что война это бесконечна, что Путин сможет ее вести еще 20 лет. Не сможет, просто по физиологическим, биологическим причинам. Даже если Путину очень повезет, мы все равно увидим конец и его самого, и построенной им системы. Ну и через 10 лет после этого, и через 20, и 30, на долгие десятилетия вперед, у нас будет очень значимое и активное меньшинство, достаточное для большого политического представительства. Их совершенно не в чем будет винить. Они эту войну не начинали, никого не убивали. Но для них политическая программа о необходимости России вести постоянную войну с Западом будет ассоциироваться с лучшим временем в жизни. Для них слово «война» будет ассоциироваться не с трупами, а с тем, что в депрессивный провинциальный город, где не было ни нормальной жизни, ни перспектив, вдруг пришло и то, и другое. Люди будут сравнивать войну и мир, и второе, с их точки зрения, будет объективно хуже.
Сделать с этим ничего нельзя. Обвинить этих людей не в чем, и из политической жизни их никак не исключить. Это просто наследие, которое Путин неизбежно оставит, и с ним неизбежно придется смириться и как-то работать. Невозможно будет рассказать этим гражданам, что мирная жизнь для них лучше войны, потому что это будет объективно для них не так. В какой-то степени их будут уравновешивать те, кто реально воевал. Для кого война — это мясные штурмы на костылях, а не пашущий в 3 смены местный завод. Но если мы хотим разговаривать с гражданами после Путина, мы должны отдавать себе отчет, что конец его режима и войны для миллионов людей станет не избавлением, а катастрофой. Когда только вставшая на рельсы благополучия жизнь улетит обратно в кювет и больше оттуда не выберется. Кому-то может быть приятно порассуждать о том, что делать после Путина с его соратниками, с единороссами или ФСБшниками. Кого-то эти отвлеченные рассуждения о иллюстрациях и ответственности развлекают. Но мы не собираемся в них вовлекаться, потому что в целом считаем их идиотическими. Особенно идиотическими на том фоне, что война идет уже 4-й год, имеет все шансы пройти еще столько же, а то и дольше. Такие сроки меняют общество, и под это новое общество всем, кто решит поучаствовать в будущем страны, придется подстраиваться. Миллионы людей не будут подстраиваться под нас, если нам выпадет шанс вернуться и стать российскими политиками. Они не назначат нас верховными судьями, верховными правителями, которые будут вершить судьбы бывших путинистов, определять степень и меру их вины. Это мы будем должны придумать способ подстроиться и придумать язык, который воспримет совершенно не та страна, которую мы покинули в 22-м. Мы должны понимать, что в ситуации политической свободы условная партия неопутинистов, полностью строящая свою программу на идее вернуть уже не советское время, а поздний путинизм, не будет маргинальной. Реальность неприятная, но в этом будет настоящий вызов. Четвертьвековые правления бесследно не проходят, не пройдут и у нас. До завтра.